доехать и ничего не оторвать. Миллион дорожек для баба-ежек. Мне кажется, мы не туды. Хайвей! Прямо на обрыве. Привет, сябры. Привет, друзья. Итак, наше новое путешествие, точнее не путешествие, а поездка. Поехали на расстояние в 1800 километров в район Геленджика, недалеко от села Архипа-Осиповка. Дорога заняла у нас 2 дня. Выехали ночью в субботу, после обеда воскресенья были на месте. Пробок не было, хотя одну вот объезжали по полю. Ночевали в районе Верхнего Мамона на реке Дон. Места там тихие и красивые. Сразу о названии. Конечно же, Геленджикский район – это ни в коем случае не пробник Кавказа. Это Кавказ. Но самое главное – нужное время и место. Тут по побережью много кемпингов. Выбрали один из них, кемпинг Енот. Сегодня 18 мая. В кемпинге, чтобы вы понимали, ну, наверное, 3 занято только место. Прекрасно. Вот то, что мы и хотели. Конечно, ветерок, прохладненько, но зато море. То, ради чего, в принципе, мы сюда ехали. Прямо на обрыве. Связи и интернета нет. Но вот здесь, вот в этом месте, немного ловит. Вот, а там Черное море. Ты мой хороший. Вот видишь, он можно просто... Ну, а о нашей жизни в кемпинге Енот будет отдельное видео. Отдохнув денек, мы отправились к Гебиусским водопадам. Вход на троих обошелся нам в 1300 российских рублей. С собакой сюда впустили нас без проблем. Ожиданий, конечно, от этого места у нас особых не было. Думали, погуляем по лесу, посмотрим на водичку. Но мы ошибались. В общем, место, ребята, с вау-эффектом. Просто чудо природы. Я думал, что здесь так попроще будет. Но, в общем, тут и душ мы уже приняли. Просто не передать словами. Вот это все.
Бесплатный душ. Ну, тут как в пещере на росте. Оп. Все, помылись. Сейчас увидите меня, красавца. Что-то кричит. Вот. Душ приняли. Все. Мокренькие, искупавшиеся и довольные. Идем к следующему водопаду. Ой, тут вообще стрёмненько, я вам хочу сказать. Вот такой вот тут спуск. О, прям в пропасть. Водопад. А там кричат дьяволы. О! Вот он, все туда вниз. Можно как на горках, как в аквапарке. Ну-ка, кричим. Что мы там кричим? Оу! Эй-эй-эй! Ну что, пойдем наверх? Вот, а здесь можно водички набрать. В конце, как говорится, пути есть что и попить. Мучают бедную собаку эти негодяи, тягают по каким-то горам. Сидела бы дома, реньку за уши грызла бы. И хорошо бы было, а тут вот ходи тут по-мокрому. Безобразие. Друзья, ну что сказать. Всем советуем посетить это место. Нам зашло. Водопады очень красивые, необычные. Ну и сам поход по лесу. Тропа несложная, можно с детьми. И с животными вон мы. Пару мест таких. Ну, если дождь, да, тут могут быть какие-то проблемы, скользко. А так, вот дождь, в принципе, недавно прошел, местами грязь есть, но мы прошли, и нам все понравилось. Приезжайте на Гебиусские водопады, смотрите на эту красоту. Поднялись на смотровую площадку горы Гебиус. Дальше ехать смысла нет, читали мы. То есть вот, осталось тут совсем чуть-чуть до вершины. Ну там не видно ничего, то есть обзора нет из-за растительности. Дорога. Значит, писали нам, что дорога до смотровой площадки просто отличная. Заехать без проблем. Ну, мы заехали. Может, она и была когда-то отличная, эта дорога. Но сейчас она настолько размыта. Такие валуны, камни острые. Колесо пропороть можно только так. Так что дерзайте. Как тебе тут? Она уже была, легла звездочкой. Да? Лежала, она жарко. Устала. Красота. Кавказский хребет. Вот там вдали даже снежные вершины видны. Потеряшка маленькая. Смотрите, молодец, а тут Заюшка, молодец, скунс. девочка. Скунс съест какой-нибудь горный. В общем, на данный момент сюда только на внедорожнике. С хорошей крепкой резиной. Давление я не травил, так как на накачанных колесах меньше шансов их порвать о камни. Ну и в начале пути я к такому готов, конечно, не был. А на подъеме снимать колпаки было уже поздно. Поэтому эта дорога обошлась нам в 40 рублей.
Хайвей! Трасса Е95. Решил выкладывать чуть больше дорог. Сам столкнулся с тем, что о подъездах к тем или иным достопримечательностям в интернете не так много информации. Погода сегодня нас не радует. Решили мы сходить в лес, тут 2 километра. Здесь где-то древние, настоящие дольмены. Сказали нам не идти, потому что грязно-мокро. 2 километра там в гору подниматься еще. Ну, мы посмотрим, что там. Перегорожен путь был тут прицепом. Не знаю, сильно, наверное, не хочется кому-то, чтобы сюда люди ходили. Ну, мы сходим. Миллион дорожек для бабаёжек. Слушай, мне кажется, мы не туда. Короче, вот, друзья, я не знаю, ввязались мы в какую-то затею. Вообще, вот это вот тропа называется, да? В общем, идем реально по дебрям. Сейчас может тут медведь какой выскочит на нас. Ну, у нас защитник есть там. Не знаю, спасет он нас или нет. Блин. И 2 километра вот так вот по лесу надо топать. А вон уже ногу палку кто-то воткнул. Не, ну хорошо, хоть тут вот сейчас вот ничего не текет. Да? Ну так бы мы тут и остановились, потому что ни сапог, ничего нет. Как это перешли? Не знаю, пока меток не вижу. Идем на ощупь. Вон, под бревнами. Дальше немножко полегче становится в плане растительности, но идет подъем. И тут есть клещи. Одного уже сняли с себя. Вот она, Мика, тащит маму в гору. Молодец. Вот есть меточки. Такие тряпочки, всякие пакетики. То есть, чтобы было понятно, идем, где эта тропа. Хотя других троп, собственно, тут нет. Прошли полпути. Кругом страх. Все хотят нас съесть. Клещи, медведи. Мия. Замученные. Не знаем. Вот в чащобе в какой-то. Дойдем, не дойдем. Вернемся или нет. В общем, передаем всем привет. Если вы увидите это видео, значит, кто-то нашел наш телефон, взломал наш YouTube канал и выложил историю о нашем путешествии. Километры пути, все радостные, веселые, никто не замучен, особенно Мия тащила всех. Судя по выражению Мииного лица, она больше сюда не пойдет, да. И мы пришли, вот видите, они там. Это ужасное, страшное место. Я уже, а может и не там, потому что подожди, тропинка дальше пошла. О, вывеска. Да, когда-то здесь было написано слово «Дольмен», 100%. Угу. Ну вот все, что от него осталось. Дыдыщ, парочку камней. Не знаю, сейчас пройдем по тропинке чуть дальше. Может, во, вижу, вот там уже тема. Идем. Короче, здесь так себе, но вы не останавливайтесь. Идите чуть-чуть дальше. И что-то мы увидим. Реально, натурально. О! Вот он. Вот это уже да. Это настоящий.
Дальмен. Такие насечки. Вот, для чего-то. Ну вот как вы думаете, что тут? Мы думаем, наверное, хоронили тут просто вот как склеп. Хотя много всяких версий. Отверстие вот это маленькое. Вот здесь, похоже, тоже был дольмен. А дальше тропа пошла. Не знаю куда. Ага, там тоже какие-то остатки. Да, вот здесь еще был дольмен. Вот. И там. Так. А здесь прям дорога. То есть сюда можно попасть на машине. Наверное. Вообще конкретно трасса Е95. Ну вот это, конечно, да, это не бутафория. Это все реально. И дорога там реальная, которой нет на картах. Сейчас отдохнем и пойдем назад. 2 километра, но уже спуск. Я думаю, будет легче. Такими вот мокрыми мы уже не будем. Через день мы отправились еще в одно интересное местечко. Едем к локации очень достаточно популярной. Грозовые ворота, где снимался одноименный фильм для сериала. Мы его, конечно, не смотрели, но вроде говорят интересный. Дорога накатана, проехать можно практически на любой машине. Ну, будет зависеть, конечно, как быстро вы проедете. Если на пузатюре, будете долго. На внедорожнике побыстрее. Дорога гораздо лучше, чем та, по которой мы ехали вчера на гору Гебиус. Тут там по мне бегает такой страшный паучище. Паучище. Добрый день. Да, туда. До беседки доехать сложности не представляет. А вот дорога от нее до самой крепости нам была интересна. Видишь, они побоялись спускаться, там, наверное, уклон очень хороший. И подняться туда вот надо куда-то наверх. А, вон они, грозовые ворота видны. Вон. Видишь? Крепость. Это вторая горка от беседки. Если вы сомневаетесь или наоборот слишком в себе уверены, лучше объедьте ее справа. Там есть дорога попроще. Стоковому УАЗику ходов, подвески местами здесь не хватает. Поднимался я с другой стороны. Но если вы, конечно, счастливый владелец лифтованного внедорожника с 33 МТ резиной, вам здесь интересно будет только в дождь.
А для стока и паркетника эта дорога самое оно. Тем, кому видео моих дорог не интересно, можете это все пролистать. Или послушать то, что мы тут наваяли с музыкой. Вся музыка в этом ролике авторская. Нот я, конечно, не знаю, но старался. Мика. Ага. Куда ты А у полетела? вас еще куда маршрут? Ну, поедем еще в Геленджик, там озеро это как-то церковное. Там тоже так вроде интересно. До озера, к сожалению, мы так и не добрались. В общем, что хочу сказать, друзья. Если у вас внедорожник, обязательно сюда съездите. Дорога интересная. Ну и место, хоть это бутафория все, как бы. Но вполне себе вписалась эта бутафория. Что? Интересно. А, вот это? Да. Вполне себе вписалась эта бутафория в местный ландшафт. Да, и очень даже ничего так смотрится. И я смотрю, что вот раньше я картинки, там фотографии в сети видел. Надписи всякие были. Ага, ну тут кто-то стрелял. А, или это специально, может, там для съемок было сделано. В общем, были тут надписи. Был тут мусор. Сейчас все чисто. Не знаю. Сезон еще не начался. Конец мая. Пока тут, в общем-то, неплохо. Я думал, на свалку мы попадем, как пишут, как люди писали, что тут как на свалке. На самом деле, да, Вика? Ну, чисто. Вот. Можно даже посидеть. Тут такие типа лавочки. Ну что, теперь путь назад. Я не представляю, честно говоря, вот кто идет сюда пешком, это подвиг. На машине, ну, на внедорожнике, в принципе, без проблем. Пару мест не очень. А на легковой, ну, это, если сюда доехать и ничего не оторвать. А доезжают, доезжают. Наверное, от погоды зависит. Там хранят. Раньше здесь был даже какой-то типа магазинчик. Тут, ну, может, это в сезон еще будет. Здесь, в общем, можно было одеться в национальную одежду, пофоткаться на фоне крепости.
ковер, кресло. Короче, будка сторожа, наверное, типа такого что-то. Того сказочного Геленджика из детства, конечно, мы не увидели. Но увидели множество мутных личностей и попрошаек на набережной, а также проблемы с парковками. Отдыхать в самом городе желания у нас не возникло. А впереди у нас было 2 дня пути домой и любимая работа, куда возвращаться ой как не хотелось.